Сегодня готовим одно из вкуснейших блюд из куриной грудки. Все делается легко и просто, а получается так вкусно, что всегда хочется добавки. Берем шампиньоны и стараемся их понарезать на очень маленькие кубики. Дальше нам понадобится одна небольшая луковица, и ее тоже нужно нарезать на маленькие кубики. И затем нарезанные шампиньоны и лук нужно обжарить самым любимым для вас способом, так чтобы было очень вкусно. Обжаренные грибы с луком отправляем в отдельную тарелку и даем им полностью остыть, чтобы они были холодными. Тем временем, пока грибы будут охлаждаться, мы берем куриное филе и нарезаем его вот такими вот пластинами, как будто бы на отбивные, на 3-4 небольшие пластины. Это уже как у вас получится. Накрываем куриное мясо пищевым целлофаном, берем молоток для отбивных и маленькими зубчиками стараемся аккуратно отбить, так чтобы мясо увеличилось примерно в 2 раза в площади. Ну и после того, как вы отбили мясо с двух сторон, его нужно аккуратно посолить и поперчить тоже с двух сторон. И дадим ему немножко пропитаться солью и перцем, так сказать, промариноваться. Отбитые и уже просоленные и проперченные куски мяса мы будем складывать в отдельную тарелку вот так вот стопкой. И точно таким же образом мы проделаем все куски мяса, которые мы для себя приготовили. И дальше небольшой кусок твердого сыра, примерно 50-70 грамм, нужно натереть на крупную терку. Ну и после того, как натерли сыр, берем грибы, отправляем натертый сыр полностью весь грибам, аккуратно ложкой или вилкой все хорошо перемешиваем, и вот таким вот образом наша вкусная начинка будет готова. Затем мы берем по одному пласту мяса, аккуратно на мясо укладываем ложку-полторы начинки, красиво распределяем с одного края, чтобы он никуда нам не повылетал, не поразваливался, и сворачиваем красивый аккуратный рулет. Делайте все аккуратно, чтобы вся начинка как можно больше осталась внутри. Далее нам нужно взять зубочистку, вот так вот прокалываем и скрепляем, чтобы наш будущий рулет никуда не развалился. Пока что этот небольшой рулетик откладываем в сторонку, в другую тарелку, и с остальным мясом проделаем точно так же. Делаем все остальные рулеты. Ну и после того, как вы приготовили остальные рулеты, устанавливаем сковородку на средний огонь с небольшим количеством подсолнечного масла. Даем маслу хорошо прогреться, берем панировочные сухари и каждый рулетик вот так вот на сухую, без всякого кляра, аккуратно обкатываем в панировочные сухари. Отправляем на сковородку и обжариваем с каждой стороны до золотистого цвета примерно до полуготовности рулета. Пока будут обжариваться рулетики, нам нужно взять кастрюльку, в которой мы их будем протушивать, одну натертую морковку на крупной терке и полностью всю морковку отправляем на дно кастрюли. Аккуратно все нужно разровнять, чтобы получился равномерный слой. Дальше нам нужно взять еще одну посуду. В моем случае это будет большая кружка. В кружку отправляем 2 столовые ложки сметаны. Сметана может быть любой жирности, в моем случае это было 20%. Еще сюда же нам нужно отправить 1 столовую ложку кетчупа или же томатной пасты. Добавить немножко черного молотого перца. Берем 2 зубчика чеснока и аккуратно пропускаем его через чесночный пресс тоже сюда в кружку. Ну и в конце все аккуратно хорошо перемешиваем до однородного состояния. Ну и дальше. На дно кастрюльки с морковкой я отправил 2 столовые ложки соуса того, что намешал. Затем берем обжаренные рулетики с двух сторон до полуготовности. Аккуратно укладываем на низ на морковку. Остальные рулетики обжариваем точно таким же образом. Затем наверх на первый слой рулетиков отправляем примерно половину вот того соуса, что мы намешали. Ну и после того, как вы обжарите остальные рулетики, укладываем их тоже вот так вот в кастрюльку наверх на первый слой. И остальной оставшийся соус, тот, что мы намешивали, вливаем полностью наверх на второй слой на рулетики, весь в кастрюлю. Затем в кастрюлю нужно будет добавить еще примерно 3 столовые ложки воды, так, чтобы полностью вся морковка, которая внизу, была покрыта водой. Затем кастрюлю накрываем крышкой, отправляем на плиту на самый маленький огонь. И на самом маленьком огне вот это все нужно будет томить примерно 25-30 минут. Ну и через 30 минут мы получаем вот такие вот красивые и невероятно вкусные тушеные рулетики с подливкой. Из кастрюльки сейчас мы достанем 2 штуки. Один тот, что был вверху, а второй тот, что был полностью в подливке. Подавать такие вкусные рулетики можно с любым гарниром, который вы можете для себя только придумать. Мне наибольше понравилось это со спагетти, но и также это можно подавать как отдельное блюдо. Что-то это очень похоже, напоминает котлеты по-киевски, но я бы сказал, что это намного вкуснее. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк, подпишитесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, потому что все самое интересное у нас еще впереди. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новом видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.